Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Сложная стелющаяся кутикула. Какие правила работы? Какой маникюр необходимо выполнять? Об этом в данном ролике. Смотрите до конца, и я расскажу, какие дать рекомендации клиенту, чтобы этого избежать. А также подписывайтесь на канал и включайте уведомления о новых публикациях. Поехали! Посмотрим на кутикулу моей модели. Она сильно стелится на ногтевую пластину, значит, мне необходимо работать крайне аккуратно. Мало того, возможно, кутикула уберется не полностью, а останется тонкая ее полосочка. Так как руки для меня не знакомые, с ними я буду работать впервые, я не знаю, насколько можно сделать глубоко маникюр, то рисковать и делать маникюр очень глубоко я не буду. Когда кутикула такого вида у клиента, по мере отрастания, она начинает натягиваться, кожа не выдерживает такого натяжения и появляются трещины в синусах, поэтому их особо аккуратно надо обрабатывать. Помимо этого мы видим красную область над кутикулой, а значит близко расположены капилляры. Если вы новичок и боитесь работать с такими руками, рекомендую использовать безопасную фрезу, которая не имеет насечек, а своими тупыми гранями будет отлично приподнимать кутикулу, и вы не сможете ее поранить. А если вы практикующий мастер, то выбирайте уже алмазные насадки и работайте в технике комбинированного или аппаратного маникюра, в зависимости от типа кутикулы. Если она влажная, то можно сделать комбинированный маникюр, и если сухая, то чисто аппаратный, без режущего инструмента. Оцениваю состояние рук и кутикулы моей модели. Вижу, что кутикула влажная, имеется блеск ногтевой пластины. Я предполагаю, что именно это стало причиной отслоения предыдущих ногтей, о которых рассказывает моя модель, что наращенные ногти прямо отскакивали. Скорее всего, из-за некачественной подготовки ногтевой пластины, так как такие жирноватые ногти требуют дополнительной дегидратации. Первым этапом мне необходимо хорошо отодвинуть кутикулу и создать подкутикульный карман. Если оставить кутикулу в таком состоянии, как она сейчас, и начать работать фрезами, то фреза не будет заходить глубоко под кутикулу и будет пропиливать ногтевую пластину. Для приподнятия кутикулы использую круглую лопатку, не прямоугольную часть, так как она может сорваться и просто поранить кутикулу клиента. Прямоугольной частью просто вычищаю птериги с ногтевой пластины. При этом пушер должен плавно скользить по ногтю. Движения очень легкие, отталкивающие и приподнимающие. Если клиенту неприятно или он испытывает болевые ощущения, используйте апельсиновую палочку. Начинайте приподнимать кутикулу с синуса, плоской частью палочки. Либо используйте для этих целей безопасную фрезу. Она может быть заменой пушера, приподнимет кутикулу, при этом не пропиливая ноготь. Есть еще один способ приподнятия такой кутикулы – метод наложения алмазной насадки на кутикулу. Насадка у меня усеченный конус с синей насечкой. Накладываю кутикулу и иду по ее границе. Далее ее приподнимать и срезать мы будем уже на следующем этапе. Теперь алмазной насадкой пламя с диаметром 0,21 с красной насечкой я прочищу синусы, боковые пазухи, боковые валики, а также уберу птериги, который остался под кутикулой.
тех местах, где есть трещинки, очень аккуратно работаю и мелкими штриховыми движениями, не длинными. И на данном этапе перед срезом необходимо забафить ногтевую пластину, для того, чтобы впоследствии не поранить мою чувствительную кутикулу. Начинаю выполнять срез ножничками, ориентируясь на ощущения клиента. Закрываю ножнички до половины. Если клиент говорит о том, что ему больно, то, соответственно, не продолжаю срез, а срезаю меньшее количество кожи. Над мизинцем самая красная область, поэтому срезаю совсем немного. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для новичков и опытных мастеров по цене одного. Для подробной информации переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. До встречи на нашей онлайн-обучающей платформе. После среза, если у вас остались заусенцы, вы их можете убрать при помощи алмазной насадки большой шар с красной насечкой. Во время работы с шаром соблюдаю совсем небольшую скорость, буквально 5000 оборотов. Помимо заусенец на кутикуле, шлифую заусенцы на боковых валиках, для того, чтобы они в дальнейшем не появлялись снова и не было тех самых трещин. Если во время обработки кутикула начинает падать на ногтевую пластину, вы можете ее приподнять при помощи апельсиновой палочки. Делаю форму мягкий квадрат. Сравниваю длину, указательный короче, поэтому немного его донарастим. И теперь зашлифую самые мелкие заусенцы при помощи силикон-карбидного шлифовщика зеленого цвета, а значит он средней жесткости. Наш результат старались
по максимуму наших возможностей убрать кутикулу, но все равно видим тоненькую ее полосочку. Несмотря на то, что я обработала предельно аккуратно, старалась сделать срез филигранно, немного поранила указательный, буквально какой-то микрон, но тем не менее кожа уже сразу становится красной. Это как раз таки опять говорит о том, что капилляры близко. Необходимо учитывать, что маникюр имеет накопительный эффект, и при регулярном выполнении кутикула уже не будет так сильно стелиться на ногтевую пластину, и со временем вы сможете делать маникюр все более глубоким. Обезжириваю ногтевую пластину, наношу дегидратор, который дополнительно подсушивает ногтевую пластину. Если ваш препарат испаряется медленно, это говорит о том, что ногтевая пластина влажная, и можно нанести дополнительно дегидратор. Праймер наношу на всю ногтевую пластину и покрываю тонким слоем жидкой базы втирающими движениями. На ногти нанесу камуфлирующую базу с выравниванием. Покрываю цветом. В качестве цвета мы выбрали насыщенный зеленый оттенок. И выполним дизайн стемпинг с эффектом свитера. По стемпингу пройдусь бескислотным праймером, в том числе по торцам. Ногти, на которых дизайн, мы покрываем глянцевым топом, а остальные ногти матовым. По завершению процедуры даю клиенту рекомендации. Регулярно отодвигать кутикулу апельсиновой палочкой, для того, чтобы она так сильно не стелилась на ногтевую пластину, чтобы не образовывались трещины в синусах, а также увлажнять ее при помощи масла для кутикулы и крема для рук. Классический маникюр при таком типе кутикулы не рекомендую, так как мастер может просто не увидеть границу среза между кутикулой и задним валиком. Большая вероятность поранить клиента. Выполняйте комбинированную обработку с применением режущего инструмента или без него. Пусть руки ваших клиентов всегда будут безупречными. Всем успехов в работе! Пока-пока!